Всем хай. Это программа для стенки с двумя уклонами. По параметрам. R1 старт, R2 шаг, R3 конец. R4 это выбор черновой обработки. Тогда будет 0 и шаг будет чисто идти по Z. Или единичку можно сделать. Тогда шаг будет идти вдоль уклона. Он рассчитывается здесь для одной линии и для второй. Здесь выбирается или вдоль линии шаг, или по Z идет шаг. А здесь выбирается шаг для второй линии, если Z меньше, чем R22. R5 припуск. R6 радиус инструмента. R7 радиус зуба. 6-7. Радиус 8. R8. R8 это точка угла первого. Вот здесь она. R9 Z угла, R10 угол сам. Вот он. Угол замеряется от оси X. R11 для второго угла это X, R12 Z, R13 угол. Как рассчитывается программа? Эти линии можно задать уравнением прямой. Это вот это. Это уравнение прямой, проходящей через точку x1, y1. У меня эти точки, это есть точки угла. Здесь у меня ось Z, здесь Y. Y у меня равен Z. Составляем уравнение прямой для одной линии и для второй. Они одинаковые, просто меняются значения коэффициента. Он у меня рассчитывается здесь К1, К2. И координаты точек, через которые они проходят. Надо решить эту систему уравнений. Решение будет точка пересечения. Преобразуем первое уравнение. От него отнимем второе. Левые части у них равны и правые части равны. Отнимаем y минус y. И отнимаю попарно, чтобы одинаковые слагаемые были рядом. k1x минус k2x минус k1x1 минус на минус дает плюс. Плюс y минус y2. Дальше y минус y0. Здесь получается так. Переносим вот этот член в левую часть со знаком минус. Минус. И правая часть остается остаток от этого. Здесь я поменял местами k1x1 и k2x2, чтобы минуса перед началом не было. Преобразуем левую часть. Раскроем скобки. Переставим местами. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. И опять вынесем x за скобки. Теперь x можно получить, если эту часть разделить на эту, что я и записал. Теперь вместо этих значений мне надо подставить мои известные значения из заданных параметров и рассчитанного коэффициента. Вот я тут так и делаю. Решетка равен r. Вместо решетки ставим букву r. Получается x такой,
А для z подставляем найденный x во второе уравнение. И получаем z. 21 и 20. Вот они. 20, 21. X пересечения и z пересечения. Мы получили вот эту точку. И уже от этой точки находим положение z, R22. Это z соответствует последнему z для первой линии и первому z для второй линии. Это граница, где идет смена угла. Эти формулы я взял из справочника по высшей математике. Выгодский, 1957 года. Рассчитал К1, К2. Выбрал, какой у меня шаг. Рассчитал R22 и забил цикл по Z. Я рассчитываю положение фрезы для первого угла и для второго сразу. А уже в зависимости от ZR1, вот здесь будет R1, вот эта линия, я выбираю, что использовать. Или R23 для этой линии, или R23 приравниваю к R24 для этой линии. Вот, R23 равен 24, если R1 меньше R22. R25 это на будущее, если контур составлять, то использовать надо R25, расстояние от края фрезы до точки угла верхнего. Контур тогда должен быть на уровне Z точки угла. И расчет используется R23 здесь. Все, смотрим симулятор. Здесь у меня X 90, Z 0, угол 15 градусов. Здесь минус 20, минус 80 и угол 60 градусов. И получили. Эту сторону можно сделать 90, но 90 чисто нельзя, потому что будет деление на 0. Тангенс это синус делить на косинус, а косинус 90 будет 0. На 0 делить нельзя. Поэтому здесь надо сделать просто максимальный близкий угол к 90 градусам. Это линия вертикальная. Практически. Всем удачи. Всем пока.